Добрый день, друзья! Сегодня будем отделять детку, даже не прикорневую, а стволовую детку от мамы. В описании под видео я оставляю ссылки на группу ВКонтакт, именно на мою группу, и на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. А сейчас будем отделять детку. Но первое, что должны мы сделать, мы должны приготовить инструменты. Я думаю, что нам понадобится секатор, ну, может быть, понадобится пинцет. Обязательно обработать или спиртом, или водкой. У меня спирт. Обработать все режущие поверхности. Причем хорошо обработать. Давайте обработаем заодно и пинцет, но вдруг понадобится. И дать время инструментам просохнуть. Спирт испаряется очень быстро, водка чуть дольше. Но пока инструменты просыхают, мы с вами рассмотрим, как у нас выросла детка, какие она дала корни и где нам ее нужно отделить от мамы. Именно определить то место, в котором мы будем ее отрезать. Вот это стволовая детка. Орхидея радуга. Я вам ее показывала, как она цвела. И цвела она у меня 2 или 3 раза. Но потом по каким-то своим причинам решила выпустить 2 детки, а сама начала погибать. Ну, практически она отдает все свои силы этим деткам. Одна детка выросла довольно-таки большая, вот эта детка, которую мы будем отделять. И вот здесь есть еще маленькая детка, она более прикорневая, но корешки у нее растут не так быстро, как от этой стволовой детки. Что нам нужно здесь рассмотреть? Нам нужно понять, где находится основание этой детки и какие корни выросли именно у детки. Ну вот здесь все понятно, здесь 3 корня. Вот этот растущий тоже корень детки. Похоже, что вот этот, который ушел в горшок, и мы его сейчас достанем, это тоже корень детки. С этой стороны вот этот непонятно чей корень, но вот это корень детки, растущий. Если вам по каким-то причинам не видно, где, как растет эта детка, например, мешает вот здесь лист. Этот лист можно удалить. Я этот лист уже удалила еще вчера. Ну, так получилось у меня. Я тоже именно рассматривала, где же соединяется мама и детка. Вот основание детки, и нам нужно ее отрезать так, чтобы мы сохранили все ее корни и не сильно навредили маме, хотя это сложно. Вот здесь даже у мамы есть цветонос, и из-под цветоноса выросла именно вот эта детка. Вот здесь был, вернее, цветонос. Как это мы будем делать? Держу детку. Вот этот корень я постараюсь оставить. Но если что-то удалится, ну что ж, видимо, так получается. Завожу секатор. Вы знаете, не получается. Вот здесь мешает этот старый цветонос, и под этим цветоносом тоже есть корень. И еще один корешок решила растить новая орхидея. Так что давайте сначала убираю сухой цветонос, он мне мешает удалению детки. И вот под эти корни сначала завожу секатор, потом смотрю со всех сторон, как же я его завела, что у меня получится отрезать. Так, нехорошо. Чуть-чуть меняю направление секатора.
Потери могут, конечно, быть, но нужно сделать их минимальными. И вот так одним движением разъединяю маму и детку. И детку, и маму надо сразу обработать перекисью водорода. Если вы присыпаете корицей или толченым углем, значит обрабатывайте тем, чем вы обрабатываете. Мама нам пока не нужна. Получилась вот такая детка. И детке так неудобно было растить корни и вверх, и вниз, и в стороны, и куда угодно. И вот тот новый корешок, о котором я говорила. Теперь нужно посадить эту детку. Но, как мы с вами видим, у нее корни растут и вверх, и вниз, и корни, конечно же, сухие. Вот я такую сухую детку сразу не сажаю. Я сначала даю возможность этим корням хорошо напиться воды. И только потом ее посажу. Сейчас я принесу емкость с водой и покажу, как я это делаю. Емкость с водой, и вода должна быть обязательно теплая. У меня получилось 31,6 градусов. Ну, до 32 градусов это вполне приемлемо. От 28 до 32. И все корни детки нужно постараться погрузить в эту воду. Ничего страшного, если и сама детка погрузится туда. Мы ее потом обязательно вытрем. Все пазухи и точку роста. Надо, чтобы и этот корень тоже напитался водой, поэтому подержу его пока. Или чем-то его можно прижать. Только бы придумать чем. Давайте сделаем вот так. Вот так. Вот в таком состоянии я оставлю ее минут на 30. Пусть хорошо-хорошо. Веломен, который был всегда сухой, я никогда не опрыскивала корни этой детки, когда она была вместе с мамой, поэтому мне нужно, чтобы эти все корешки сейчас очень хорошо пропитались водой и стали зелеными. Вот и подождем. А потом, конечно, сразу посадим. Это мое место. Я тут сидел, дорогой друг. Ну, давай помещаться вместе. Давай. И раз уж мы все равно опускали корни глубоко в воду и опускали саму орхидею, давайте же в этой воде ее и промоем еще и от пыли. То есть выкупаем ее всю. Постараемся слить с нее водичку. После того, как мы полчаса подержали корни, корни становятся более податливые. Мы их сможем опустить в горшок. Ну, хотя бы вот эти длинные. Эти, конечно, нет, потому что они коротенькие. И если я даже еще час продержу орхидею в воде, вот этот корень опустить не получится. Он слишком растет вверх. Ну что ж, пусть останется воздушным. Так, что мы еще сейчас сделаем с этой орхидеей? Вот здесь остался старый остаток от листика. Я его убираю. Он нам не нужен. В остальном орхидея отличного качества, с тургором листьев и теперь с податливыми корнями.
Горшок я взяла 1,6, двойной. Не получается у меня орхидею поместить по центру. Ну, попытаюсь сейчас еще вот так закрутить корень. Но все равно по центру не получается. Поэтому оставляю орхидею вот так ближе к краю. Ну что ж, потом в следующий раз пересажу ее по центру горшка. Вот так находятся корни орхидеи. Как раз один из корней мне будет виден при поливе. Придерживаю орхидею и засыпаю керамзитом. Нет, не получится. С тем корнем не получается. Так, получилось только присыпать его немного керамзитом. Но совсем немного. Один из корней попал в керамзит, один остался воздушным. Сейчас еще чуть-чуть. Вот и все. Конечно, после того, как мы искупали всю орхидею в воде, обязательно нужно убирать воду из точки роста. Как бы они ни росли в природе, наклонившись, там есть ветерок, который будет обдувать орхидею, и быстро вода из пазух листьев исчезнет. Здесь и у меня в квартире такого не происходит, поэтому протираю все пазухи. Ну а самих листиков можно воду не убирать. Она действительно быстро высохнет. Теперь орхидея получилась чуть-чуть с наклоном. Можно сюда подсыпать керамзит, чтобы она стояла ровно. И чтобы она в следующий раз при поливе не упала, вот здесь насыпать керамзит, чтобы орхидея получилась, ну, хотя бы вот в таком ровном состоянии. Вот так оставляю. Вы видели, что при посадке у нас и корни влажные, и керамзит у меня влажный. Поэтому поливать я ее буду только тогда, когда видимые корни, а видимый корень у нас получился всего один, станут серебристого цвета, вот такие же, как у орхидеи мамы. И после того, как мы отделяем орхидею от мамы, первый полив мы делаем чистой водой, без удобрений, а следующий делаем обязательно с удобрениями. Ей теперь нужно расти самой. А для того, чтобы ей самой расти, ей нужны питательные вещества. Поэтому применяем удобрения с азотом, фосфором и калием, любые универсальные удобрения. Удобрения для цветов. Удобрения для орхидей, почему нет, мы тоже можем их использовать. Но я чаще всего пользуюсь универсальным удобрением, где равное количество азота, фосфора и калия плюс микроэлементы. Это то, что сейчас нужно будет для этой небольшой детки именно для роста, для наращивания корней и для наращивания зеленой массы. А что же мы будем делать дальше с мамой? У мамы осталась еще одна детка. Мама действительно, у нее листья пропадают, она не в очень хорошем состоянии. И желтеют листья. Но желтеют, слава богу, от края, хотя, впрочем, и краснеют тоже от края. И вот вторая детка, которая находится вот под этим листом, а у мамы листья в очень хорошем тургоре, плотные. И с корнями у этой детки все не так хорошо, как у предыдущей. Она тоже, точно так же, как и эта, выросла из-под бывшего цветоноса.
Вот тоже стоит сухой цветонос. И дала всего один корень. И вот для того, чтобы детка сейчас начала хорошо пускать корни, вот этот лист, который ей мешает, который закрывает всю зону роста корней, я убираю. Разрываю лист в разные стороны и удаляю. Вот теперь детка свободна. Она может растить корни. А маму буду продолжать тоже поливать с равноценным удобрением. Потому что и фосфор, и калий способствуют росту корней. А так как мама все равно, видимо, у нас погибнет, а может быть мы с нее еще сможем получить еще одну детку, ну мало ли. С мамой мы потом разберемся. Давайте пока с детками. Я маму тоже буду удобрять с равноценным удобрением. То есть азот, фосфор, калий в одинаковом количестве. У меня такие удобрения. Это 18, 18, 18 плюс микроэлементы. Удобрение универсальное. Сейчас покажу. Я на данный момент пользуюсь вот таким удобрением. В прошлом году было другое удобрение растворин. Оно практически по составу такое же. Удобрение мне очень нравится. Поэтому и ту, и другую буду поливать вот таким удобрением. Ну вот еще один вопрос. Почему же мама, хотя ей всего 3 года, и очень красивая орхидея. Я оставлю ссылочку, где я вам показывала первый раз, как она цветет. Радуга цветет феноменально. Почему же мама вот в таком состоянии, почему она дала деток и не захотела больше цвести? Но, видимо, есть какие-то генетические изменения. Может быть, ее чем-то удобряли, может быть, еще что-то. Сказать, чем пользовался садовник, сложно. Но вот эти детки у меня проросли примерно год. То есть 2 раза она процвела, 2 или 3, я не помню, я ее покупала цветущую, потом, по-моему, она у меня 2 раза зацвела. А потом в прошлом году летом дала деток. Ну вот почти прошел год, детки вот так выросли. Сама мама, ну у нее есть и растущие корни, есть корни закукленные. Она потихоньку растет. Поэтому сейчас мы обращаем внимание на деток, а потом, когда детка вторая дорастет до такого же более взрослого состояния, мы ее отсадим и посмотрим, что у нас дальше будет происходить с мамой. Может, и мама выживет. Может быть, она просто сейчас считает, что ей необходимы детки, а потом, когда она их вырастет, может быть, и сама пустится в рост. Непредсказуемо. Нам остается только наблюдать. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!